заморская территория Великобритании. Гибралтарская скала. Так нас встречает английский бэнд. Мы решили не брать экскурсию. Город небольшой, и от порта до автобусной остановки можно дойти за 20 минут. Заодно погулять по этим милым, чистым британским улицам. Памятник, посвященный эвакуированным во время Второй мировой войны гибралтарцам. Гибралтар расположен на южной оконечности Пиренейского полуострова. Население составляет около 34 тысяч человек. Он имеет собственный парламент и правительство. Основу экономики сейчас составляет туризм, финансовые услуги и обслуживание морских путей. А Великобритания отвечает за оборону полуострова и международную политику. После падения Римской империи он стал частью королевства визготов, а в 711 году оказался под властью мавров. Они-то и дали скале название Джебель-Тарик в честь своего полководца, переводится как «гора Тарика», из которого образовалось современное название Гибралтар. В 1462 году он стал частью единого Испанского королевства, а во время войны за испанское наследство англо-голландский флот нанес поражение испанцам, и в 1713 году Гибралтар отошел в Великобританию. Испания не оставляла попыток вернуть контроль над Гибралтаром. Британцы построили военно-морскую базу и порт для кораблей, следующих в Индию через Суэцкий канал. Мы подъезжаем к самой южной точке Гибралтара. Это мыс Европа-Пойнт, с которого открывается вид на Гибралтарский пролив, Северную Африку и Испанию одновременно. Это мечеть Ибрагим аль-Ибрагим. Ее подарил Гибралтару король Саудовской Аравии. Она была построена за 2 года, в 1997 году. Визитной карточкой мыса Европа-Пойнт является этот маяк. Он был построен в 1841 году и имеет классический британский дизайн. Это место упоминается в мифах Древней Греции, в описании подвигов Геракла. Древние римляне его называли Геркулесом. Его подвиг состоял в том, что он должен был угнать стадо коров у правителя земель на краю света, Гериона. Геракл победил Гериона и на месте сражения воздвиг каменные столбы. Позже их назовут Геркулесовы столбы. Карфагеняне и римляне молились здесь Геркулесу, алтарь которого, как предполагается, был установлен на вершине Гибралтарской скалы, считающейся одним из Геркулесовых столбов. Место называется Европа-Пойнт. Здесь соединяется Средиземное море и Атлантический океан. Это Гибралтарский пролив. И вон там виден африканский континент. Видна линия соединения. Зеленая вода – это Атлантический океан, а голубая – это Средиземное море.
Этот мемориал посвящен Владиславу Сикорскому, премьер-министру Польши. Он погиб в авиакатастрофе в июле 1943 года. Мемориал установлен в 2013 году польским правительством. Там в скале мы входим в пещеру. Вон они, такие. В этих пещерах 90 тысяч лет назад обитали неандертальцы. Здесь были найдены окаменелые черепа женской особи и ребенка. Отсюда виден подвесной мост. Не каждый осмелится пройти по нему. К нему можно подняться на фуникулере, который имеет две станции. Одна недалеко от подвесного моста, другая на вершине возле смотровой площадки. Там также находится заповедник, где обитают берберийские макаки. Это единственная на всем европейском континенте колония обезьян, живущих в дикой природе. Они находятся под официальным покровительством военно-морского гарнизона Великобритании. Есть две версии, как они здесь оказались. По одной, они были завезены маврами, как домашние животные. Другая версия – они пробрались по туннелю, который связывает Северную Африку с пещерой Святого Михаила. ДНК берберийских макак совпадает с ДНК макак из Алжира и Марокко. У нас нет достаточно времени, чтобы стоять в очереди на фуникулер, и мы решили пойти в ботанический сад. Так что встреча с макаками у нас не произошла. Ботанический сад был основан в 1816 году по заказу губернатора Гибралтара. Он хотел, чтобы военнослужащим, дислоцированным в крепости, было где отдохнуть и насладиться красотой во внеслужебное время. И также, чтобы местное население могло проводить здесь время, дышать свежим воздухом и защититься от жары. Golden sun, morning light, heart beats fast, feels so right.
здесь потрясающие птички поют. И рыбки плавают. Ну просто рай. Дымский. Не хотелось покидать этот оазис, но надо было возвращаться в порт, и мы еще планировали погулять по городу. Памятник адмиралу Нельсону. Проходим еще одну крепостную стену и выходим в центр города. Гибралтар представляет собой уникальное место. Это Англия в миниатюре, на берегу Средиземного моря. Классические британские магазины и пабы интересно сочетаются с мавританской и испанской архитектурой. Отплываем от Гибралтара и держим курс на испанский город Картахена. И скоро будем проплывать Африку. Там вдали Пиренейский полуостров, а с этой стороны африканский континент. Отсюда его намного лучше видно, чем с берега. Все, прощай, Гибралтар. Это видна скала с другой стороны.